Традиции реставрации древнерусских тканей были заложены в 20-е годы прошлого столетия, когда в Русский музей начали стекаться многочисленные древности из северных русских монастырей. И именно в это время разрабатываются и первые методики реставрации и консервации древнего шитья, которые дорабатывались со временем, усовершенствовались и сохранились, бережно хранятся до сегодняшнего времени. В коллекции шитья Русского музея сегодня насчитывается 425 экспонатов. Это немного по сравнению с иконной частью нашей коллекции, но это собрание считается одним из крупнейших собраний, музейных собраний древнерусского шитья России. И надо отметить, что почти все произведения нашего собрания прошли реставрацию первичную в 20-е, 30-е и даже 40-е годы прошлого столетия, и уже повторные научные реставрации в специализированной мастерской реставрации тканей, открывшейся в Русском музее в 1961 году. В нашей коллекции находится и 25 древнерусских филоний. В основном это орнаментальные произведения, и в основном это произведения XVII века. Одна из таких филоний сегодня реставрируется и находится в мастерской реставрации тканей. История этого произведения, его поступления и бытования, к сожалению, нам неизвестна, но известно, что в XIX веке, возможно, эта филонь перешивалась, поскольку ее основа или ствол была шита из новой голубой русской парчи конца XVIII – начала XIX века. И можно предположить, что еще в начале XX века это облачение использовалось в богослужении. Филонь поступила в разрушенном состоянии, сильная деформация по всей поверхности, загрязнение в основном по подолу, пятна воска тоже во многих местах. Здесь основная работа будет с разрывами и сечениями на парче. Вы можете видеть, какие основные утраты и разрывы по плечам, по подолу и по передней стороне. Также здесь предстоит работа с галунами. Они также деформированы и в некоторых местах незначительно загрязнены. Но отдельно я бы хотела остановиться на плечи. Плечи более ранее, с очень интересной вышивкой, золотыми и серебряными нитями по бархату. Бархат в некоторых местах незначительно разрушен, имеются разрывы и сечения. Также легкая засаленность и загрязнение. Нити вышивки во многих местах ослаблены и оторваны от основы. Предстоит их укрепить. И в целом вы видите, какая серьезная работа предстоит с этим памятником. И реставрация этого памятника, безусловно, должна завершиться тем, что и филонь, эта филонь орнаментальная, будет включена в историческую коллекцию древнерусского шитья Русского музея и, возможно, будет экспонироваться на выставках музея.